В предыдущем видео я оказался на искусственном острове, где в 80-е годы прошлого века развернулось строительство 5-го и 6-го энергоблоков Чернобыльской атомной. Начав свой путь от места ночевки, я прошел мимо пруда охладителя и недостроенных градирин, попутно рассказав их устройство и назначение. Закончили мы на входе в здание вспомогательных систем реакторного оборудования. И сегодня мы с вами, или скорее вы со мной, узнаете, что из себя представляет недостроенный 5-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Передо мной стоит нелегкая задача – рассказать вам, как работает АЭС на реакторе типа РБМК. Мой рассказ затронет лишь наиболее важные аспекты, так что некоторая подготовка в области физики желательна. Для упрощения понимания рекомендую посмотреть свое видео на лайв-канале, где я посетил и отснял действующий энергоблок Ленинградской атомной электростанции. По типу он аналогичен чернобыльским. Ссылку я оставил в описании к ролику. Если что-то все равно останется непонятным, то для вас всегда открыты комментарии. Да и поиск в интернете никто не запрещал. Третья очередь Чернобыльской атомной строилась на основе все тех же энергоблоков РБМК-1000, что и предыдущие очереди. Только это были реакторы третьего поколения, с улучшенной системой защиты, заложенной непосредственно в самом проекте, и несколько измененной компоновкой помещений. Так как в этом видео будут показаны некоторые помещения энергоблока, где должно было стоять оборудование, то мне важно, чтобы вы поняли, как работает АЭС и для чего оно было нужно. Поэтому давайте я вам расскажу о принципе ее действия. Начнем с простого, постепенно усложняя. По большому счету, АЭС – это просто ядерная топка, в которой вода, проходя, вскипает, образуется пар. Этот пар вращает турбину. На валу турбины сидит генератор, который также вращается. Генератор вырабатывает электроэнергию, и лампочки загораются. Вуаля! Все просто. Но теперь чуть-чуть усложним. Итак, в состав АЭС входит здание энергоблока, машинного зала и некая штука под названием ОРУ. Перед вами показано здание энергоблока и машинного зала в разрезе. В здании энергоблока смонтирован сам реактор, и в нем идет преобразование ядерной энергии в тепловую. Реактор представляет из себя графитовую кладку, в которой находятся цилиндрические вертикальные каналы, а также опорные несущие металлоконструкции и металлоконструкции биологической защиты. Металлоконструкции монтируются последовательно, и каждая имеет буквенное или двухбуквенное обозначение со словом «схема». Например, схема S или схема ОР. Схема S передает вес от лежащей на ней схемы ОР, графитовой кладки и нижних водяных коммуникаций на закладные части фундаментной плиты. Схема ОР – это несущая конструкция графитовой кладки и нижних водяных коммуникаций. Графитовая кладка, которая собирается на схеме ОР, представляет из себя набранные из блоков с внутренним отверстием колонны, которых набирается в районе 2500. Высота кладки 8 метров, диаметр 13,8 метра. В отверстия колонн вставляются трубы, а уже в эти трубы после окончания монтажа опускаются тепловыделяющие кассеты и стержни управления защиты – СУЗ. Всего топливных каналов на реакторах второго поколения 1661 штука, плюс к этому под 300 каналов используется для стержней СУЗ. Сама графитовая кладка сооружается внутри металлоконструкций биозащиты, в том числе являющихся тепловым экраном и создающих в реакторе герметичное пространство. Дело в том, что графит – это обычный углерод, и при температуре в реакторе в несколько сотен градусов он банально выгорит. Для этого в это герметичное пространство закачивают смесь гелия и азота. В такой инертной среде графиту гораздо комфортнее. Сверху над реактором сооружается также биологическая защита, так называемая схема Е и схема Г, а также плитный настил, верх которого является полом в реакторном зале. Трубы, вставленные в каналы графитовых колонн, снизу подключаются к нижним водяным коммуникациям, а сверху к пароводяным коммуникациям, то есть вода идет снизу вверх, если что. Помимо этого в реакторе находятся различные датчики, сервоприводы стержней, управления и защиты, независимая система охлаждения этих стержней и многое другое. Вот так вот. Вроде просто, а вроде и не очень. Едем дальше. Выделяющаяся при ядерном распаде энергия передается воде, которая вскипает, превращаясь в смесь кипящей воды и пара. Это все происходит при некислом таком давлении более 70 атмосфер и температуре на выходе в районе 280 градусов. Для вращения турбин нужен только пар, без воды. Поэтому пароводяная смесь с каждого канала реактора поступает в пароводяные коммуникации, по которым поступает в один из двух барабан-сепараторов, где пар отделяется от воды и гонится в здание машинного зала, где отдает свою энергию на вращение турбины турбогенератора. На валу турбины находится электрический генератор, который вырабатывает то самое электричество. Выработанная электроэнергия поступает на так называемое ОРУ – открытое распределительное устройство. Там выработанное напряжение повышается и выдается в единую энергосистему страны. Дело сделано.
А тем временем отработавший пар охлаждается в конденсаторе. Помните мой рассказ про прудохладитель ЧС? Там как раз я упоминал про этот конденсатор. И подается снова в барабан-сепаратор, который по совместительству служит источником питательной воды для реактора. Оттуда вода через всасывающий коллектор поступает на главные циркуляционные насосы, или ГЦН. Вообще, техническая специфика, связанная с обилием терминов и их сочетаний, предполагает наличие большого количества аббревиатур. Так что рекомендую их запоминать. Времени сэкономите массу. Так вот, ГЦНы гонят воду к реактору. Так как в реакторе более 1500 каналов, то трубопроводы большого сечения, отходящие от ГЦНов, подводятся к напорному коллектору, откуда с помощью раздаточного группового коллектора разделяются на множество мелких. Это так называемые НВК – нижние водяные коммуникации. По ним вода попадает в активную зону реактора, и снова все повторяется. Нагрев, сепарация пара, вращение турбины и так далее. Таким образом, вода гоняется по замкнутому кругу. Звучит депрессивненько, но в нашем случае ничего страшного. Более корректно круг зовется контуром. А так как вода течет не по своей воле, а ей помогают насосы, то вся эта система называется контуром многократной принудительной циркуляции, или КМПЦ. Таких контуров в энергоблоке два. Один на одну половину реактора, второй на другую половину. Петли эти независимы, но в случае нештатных ситуаций предусмотрен водозабор друг у дружки. Так что такое АЭС? Это сам реактор, устройство, обеспечивающее работу КМПЦ, турбогенераторы и ОРУ, система управления реактором, система аварийного охлаждения реактора, устройство для работы со свежим отработанным топливом, многочисленные датчики, насосы, автоматика, телемеханика и многое другое. Довольно сложно. На изучение этого требуется не один год, так что мое видео даст вам очень скромные начальные познания. Далее по ходу видео я буду возвращаться к нарисованной ранее схеме и рассказывать о некоторых узлах более подробно. А пока что возвратимся к тому месту, где закончилось предыдущее видео. Зданию вспомогательных систем реакторного оборудования, предназначенного для погрузки свежих топливных сборок, отгрузки отработавших топливных кассет, перегрузки различного оборудования, не требующего укрупненной сборки и других задач. Погнали! Венчает вход в сам энергоблок здания блока вспомогательных систем реакторного оборудования. Зайдем в него, попробуем из него попасть в энергоблок. Мощные бетонные стены, сразу видно, что объект несколько подзабаянен. Киев, 85, 3 марта. Ну, что-то такое старенькое. Ну ладно, идем внутрь. Я так понимаю, что эти окошки в стенах проделывались уже после остановки строительства для того, чтобы выносить железо было проще. Проход на отметку плюс 6 и плюс 12,5. Но это в метрах. Соответственно, 6 метров над нулевой, 12,5 метров над нулевой. Скорее всего, надо вот в эту дверь. Я, честно говоря, даже без понятия. Мне сейчас надо выше или ниже. Ну, тут, походу, вообще оно куда-то ниже идет. Объект, как вы понимаете, неимоверно большой, потому что это, считай, полностью энергоблок, даже, скажем так, 2, ну просто второй еще не был в стадии котлована. И поэтому снимать полностью обо всем объекте я не буду, так как тут реально на несколько дней надо оставаться, да и даже не знаю, что рассказать. Поэтому просто буду показывать пока что, иду, что вижу. Ну вот здесь вот, конечно, потолка нету и видно вся эпичность сооружений до крыши, ну, метров эдак 30. Вон там лесенка начинается. Я сейчас пройду насквозь по и посмотрю, нет ли непосредственно в, ну, либо машзал, либо в реакторные дверей каких-то. Мне для вас интересно показать, найти сам реактор недостроенный и в машинном зале, там, где должны были стоять главные циркуляционные насосы, турбины. Вот это, я думаю, самое интересное. Все остальное — это уже такие мелочи вспомогательные. Но пройти полностью насквозь не получится, ибо мы упираемся в котлован. Снизу там трубопроводы. Вдалеке виднеется, сейчас ближе к краю, подойду. Вдалеке виднеется стройка 6-го энергоблока, который в такой примерно стадии был. Не совсем все было здесь достроено. Скелет этот нам ни о чем не говорит. Окей, ладно, тогда идем искать лесенку наверх. А люмишку-то, я смотрю, еще не все срезали. Не допускай разбрасывания промасленных концов. Строительный плакат. Вот я вижу тут лесенку. Старый сварочный аппарат. Ну, видимо, по ней мы сейчас с вами и пойдем наверх.
Увидел тут интересные такие двери, запирающиеся, в общем, местные гермозатворы, которые, видимо, должны были отделять грязную зону от чистой, в случае чего. Отметка, видимо, минус 7 метров. Я без понятия, где начинается нулевой метр, потому что я уже как бы выше уровня земли, нахожусь в каком-то помещении, где такие металлические фальш-этажи сделаны на опорах металлических. А здесь вообще лежат бетонные блоки. Здесь, наверное, что-то должны были установить. Большое и большое. А сверху, видимо, обслуживать это большое-большое. Видимо, какой-нибудь резервуарчик. Хотя блоков что-то чересчур уж много, я бы так сказал. Общий вид одной из щитовых. Ну, естественно, я, в принципе, ничего другого не ожидал увидеть. И все примерно в том же плане. Но кое-где еще автоматики, старые АПшки, вон висят. О, какая шпилька из нержавейки, видимо. Тяжелая. Странно, что не сдали. Обычно нержавейка входит в разряд цветных металлов, которые сдают первыми. Ну, кроме драгметаллов. Ну, ладно. Поднявшись еще немножко уровнем выше, увидел окошко в металлоконструкциях. Вот, кстати, вот она, металлическая обшивка, как выглядит. То есть лист металла толщиной миллиметров, я так не знаю, миллиметра 4-5, посаженный на металлический обвес такой, защищал от попадания радиоактивных частиц непостроенный еще реактор. Но не срослось. Вдали видим нестандартный ракурс, саркофаг, 3-й энергоблок, арка. Ну, все как обычно, здесь без изменений. Поднявшись еще выше на несколько пролетов, я решил пройти по этажу и оказался в огромном помещении. Здесь должен был идти фальшпол явно. Вот, закладные под кабели, держатели для кабелей. То есть подо мной должно было идти очень много кабелей. Здесь, может быть, ну хотя нет, ну какие тут щитовые. Тут открытое распредустройство идет на выходе с атомной электростанции. Опа. Ну, а снизу ничего. Только чей-то домик. Ходить здесь надо очень внимательно, потому что вот так вот не глядя зайдешь в проемчик и ухнешь. Отверстий, дырок, технологических проемов, каналов здесь бесчисленное множество. Плюс вдобавок проделанные дыры мародерами. Поэтому глаз да глаз здесь нужен, чтобы не упасть и ни на что не наштрыхнуться. Или как минимум чайником не врезаться. Вышел я на одну из промежуточных крыш здания ВСРО. Сзади видим оставшуюся градирню, под которой мы относительно недавно ходили. Вот это вот недостроенная градирня. А это начало вот этой 3-й очереди. Помимо этого там есть еще обитаемые места, но нам они не так интересны. Под нами, перед нами, над нами возвышается кран, один из многих, который участвовал в строительстве. А сзади, я так понимаю, это строительство хранилища отработанного ядерного топлива, куда будут сводить отработку с 3-го энергоблока. Ибо топливо там до сих пор в своих каналах установлено. Еще один кран. Здание Машзала 5-го энергоблока. Туда мы с вами тоже сходим. И где-то вот здесь здание реактора. Сейчас посмотрю, как в него попасть внутрь. На самом деле, я уже нахожусь на одной из промежуточных отметок здания энергоблока, а не ВСРО, как сказал раньше. На камере виден проем в стене. Предположительно, там находится помещение, где должны были смонтировать ГЦН. О них я позже расскажу. А пока я двигаюсь в сторону Машзала, я сейчас подойду к так называемой деаэраторной этажерке. Здесь, помимо различного технологического оборудования, паропроводов и так далее, должен был располагаться БЩУ – блочный щит управления. То есть место, где дежурная смена энергоблока следит за всеми показателями и управляет работой всех агрегатов. На каждый энергоблок идет один БЩУ. Поднимаюсь наверх на промежуточную отметку. Видны проемы, в которые главное не ухнуть, ибо сочетание высоты, кучи мусора и бетона внизу и бессердечной гравитации не самое благоприятное для моей тушки. Снова видим конструкции деаэраторной этажерки и устремляемся еще выше.
Ползти на одной руке, так как вторая занята GoPro и стабилизатором, по шаткой лестнице такое себе развлечение, так как непонятно, за что больше переживать, за себя или за технику, которую можно стукнуть или уронить, к примеру. Понятно, что я важнее, но техника от этого менее дешевой не становится. В общем, максимально аккуратно поднимаемся наверх. И в итоге сам цел, и даже съемочки более-менее ровными вышли. Вот до чего техника дошла. Снова промежуточная отметка энергоблока. С правой стороны находится стена, за которой располагается реакторный зал. И такие тут можно встретить моментики, провалы. Поэтому, да, здесь упасть как нифиг делать. Что интересно, кран был установлен прямо на крышу строящегося машзала. Или это энергоблок, я сейчас тут не очень понимаю. И, в общем, таким образом сэкономили на его высоте. Прямо с крыши он и орудовал. Ну, в принципе, небоскребы сейчас также строят. И вот, пройдя немножечко, мы с вами вышли на одну из интересных таких видовых точек, с которой не совсем со стандартной стороны виден комплекс ГСП ЧАЭС, государственного специализированного предприятия Чернобыльская атомная электростанция. Первая очередь из двух энергоблоков, вторая очередь из двух энергоблоков арка. Один из кранов эпично завалился, изломавшись практически у основания. Здесь, видимо, такой лязг стоял и скрежет, когда он падал. Это, наверное, пипец. Интересно, что послужило тому старение или же ветер просто какой-то сильный. Ну, я думаю, и то, и другое. Не выдержала конструкция. Вниз лететь, мама, не горюй. Точнее, мама еще и загоревать-то успеет. А вот справа от первой очереди совсем-совсем вдали виден Припятский речной грузовой порт. Обалдеть, как он далеко отсюда. Ну, в принципе, я чесал вчера знатно, конечно. А справа от арки все усеяно опорами линий электропередач, точнее опорами, находящимися на открытом распредустройстве, которое, как я уже тоже говорил, действует. Осуществляет передачу транзитом электроэнергии, понижение там, и так далее. Но выдачу в это распредустройство уже ЧАЭС не ведет. Решил я, значит, посмотреть этот проем. Ну, во-первых, меня убило вот эти вот сваленные металлоконструкции. Тоже оно само упало или не само, или их специально оттуда обваливали. Непонятно. Но увидел я такую дверку, подумал, а вдруг я в нее зайду и увижу проход к реактору. Но нет. Прохода я не увидел, зато увидел вот что. Сейчас я протиснусь. Огромный такая шахта, в которой выводятся мощные бронедвери. Но это, видимо, как раз из реакторного. В общем, для чего тоже эта шахта была непонятно. В атомных стройках я также не силен. И с учетом, что здесь, естественно, подписей уже никаких не осталось, приходится просто смотреть и восхищаться, умиляться, поражаться, потому что, ну, выглядит даже вот эта вот шахта с такими дверьми, которые мощные бронедвери такие, гермодвери, которые выходят в никуда. Это действительно круто. То, что мы увидели, является вентиляционной шахтой. Их 4 штуки на энергоблок. На 2 аналогичные уцелевшие вентшахты с восточной стороны 4-го энергоблока ЧАЭС устанавливали балки Б1 и Б2, на которые был уложен так называемый трубный накат, состоящий из 27 труб диаметром 1220 мм и длиной 34,5 метра, поверх которого уже соорудили кровлю. Ну, еще раз прощальный взгляд с этой точки на комплекс ЧАЭС. И мы чешем искать вход внутрь реакторного этого цеха. Да, теперь начался экшен в поисках реактора. Залез по такой вот приставленной не шибко надежной лесенке, потому что она тупо приставлена и сварена как-то на двух половинках, из двух половинок. Причем одно из мест сварки уже развалилось. Так вот, огромное помещение. Внизу на полу большое количество трубопроводов. Железо все свалено в кучу. Трубопроводы, еще раз трубопроводы. Сдается мне, что по ним должно было курсировать как раз разгоряченная, разогретая вода, вот это перегретый пар. А рядом, за металлоконструкцией,
Сейчас мы видим, что находится. Тут главное не раздолбаться, потому что трубы эти периодически катаются. Так, включаем свет. Пытаемся сюда пробраться. Чтобы вам было более понятно, что я покажу дальше, давайте посмотрим на фотографию реакторного зала действующей АЭС. Они все однотипные, так что берем любую фотографию и анализируем. В реакторном зале находится непосредственно плитный настил, то есть верхушка всего реактора. РЗМ – разгрузочно-загрузочная машина, которая выгружает отработавшее топливо и загружает свежее. А выгруженное топливо, точнее тепловыделяющие кассеты, помещается в один из двух бассейнов выдержки, расположенных за реактором, и выдерживаются там в районе 2 лет, пока в достаточной мере не упадет интенсивность остаточного энерговыделения. Говоря более простым языком, пока они не перестанут уж очень сильно саморазогреваться. На противоположной стене висят свежие топливные сборки. Они не обученные еще, поэтому практически не фонят и опасности не представляют. С двух сторон за стенами зала находятся барабан-сепараторы, а под ними пароводяные коммуникации – ПВК, по которым к барабан-сепараторам гонится с реактора смесь воды и пара. Теперь, когда вы представляете, как выглядит реакторный зал, сориентирую вас, где нахожусь я на 5-м энергоблоке. А именно, за левой стеной, на пару метров ниже уровня пола. Моя камера сейчас будет направлена вниз, на то место, где должен был быть реактор. Итак, вот оно. В месте, которое я подсвечиваю фонарем, должны были собрать опорные металлоконструкции реактора, так называемые схемы С, ОР и Э. В самом низу видны отверстия, они под не смонтированы еще по разбросанные клапана. Под полом находится бассейн-барботер. Там мы побываем, и о нем я расскажу позже. Я же нахожусь ниже уровня плитного настила. Сейчас поднимаю камеру наверх. Видите, где стена заканчивается? Это и есть уровень пола реакторного зала, где этот плитный настил и должен был быть. А помещение над ним, собственно, и есть реакторный зал. Где-нибудь здесь находилась бы разгрузочно-загрузочная машина. Ну а где я сейчас стою, должны были идти ПВК. Те трубы, которые катались у меня под ногами, пока я сюда шел, как раз и предназначались для монтажа этих коммуникаций. Сейчас монтирую видео и вспоминая, как я пытался найти реактор, довольно забавно и немного стыдно осознавать то, что я стоял и смотрел на место, где он должен был быть, и не понимал, что его нет, и продолжал его искать дальше. Ну, всякое бывает. Поднявшись еще по одной лесенке, снова не увидел никакого нормального входа, зато поближе посмотрел на вот эту вот мощную металлическую закладную, которая асимметрично выходит из реакторного цеха. Раз и два. Ну, она такая реально сборная и какая-то специфическая и отдающая надежностью. Нашел интересную табличку, которая повествует о дверях. Дверь герметическая ДГ-1, ее, видимо, габариты 1,6 метра на 1,2 метра на 150, видимо, в толщину, и вес 1908 килограмм. Год 1985, если не ошибаюсь. Своеобразная такая навигация внутри здания строящейся атомной электростанции. На какие отметки, где, куда можно прийти. Увидел дверь, где было написано проход к отметке -3, -6,5. Но если до -3 еще можно спуститься, то на 6,5 уже не спустишься. Затоплено. Поняв, что буду очень долго бродить по лестницам и по этажам в поисках выхода к реактору, я выбрался наружу и иду вдоль внешнего периметра. Вот сейчас нахожусь как раз под краном и смотрю, есть лесенка, которая ведет предположительно в сторону того места, где может быть реактор. Конечно, не силен в строительстве атомных электростанций, но предположу, что то место, где я оказался, судя по такому довольно-таки специфичному отверстию закладным под него, служило посадкой, местом для монтирования, монтажа главного циркуляционного насоса. Их должно быть тут несколько. Они осуществляют непосредственно перекачку воды в первом контуре. То есть, если они встанут, это будет очень грустно. ГЦН – это вообще лютая штука. Всякие вихри, гномы и даже глубинные насосы в метрополитене спокойно отдыхают в сторонке. Применяются на АЭС насосы типа ЦВН-8, центробежный вертикальный. Электродвигатель привода насоса кушает почти 4,5 мегаватт электроэнергии. Это как 45 тысяч 100-ваттных лампочек, если что. Майнинговые фермы тоже вполне отдыхают. Прокачать насос может 8000 кубометров воды в час, так что огороды поливать им самое то. Правда, весит насос 106 тонн и в высоту почти 10 метров, так что доставить его на дачу будет проблематично, да и в строительных гипермаркетах с ними туго. Таких насосов на каждую петлю КМПЦ 4 штуки, то есть всего 8 на энергоблок. Огромное количество каких-то отверстий, но это, видимо, под трубопроводы. То есть, скажем так, вот до этого, где я ходил по
трубам, где их было множество, это был, скорее всего, раздаточный коллектор. То есть вода приходила по большой трубе, а потом шла по большому количеству маленьких труб. Сейчас, скорее всего, я нахожусь в помещении, где должна была быть нижняя проточная часть ГЦН. И стараясь не споткнуться о многочисленный строительный мусор, направляюсь к помещениям бассейна Барбатера, который предположительно находится за этой гермофорточкой. Бассейн Барбатера является частью системы локализации аварий на реакторе и находится непосредственно под ним. 3D-схема весьма условна, но основное понятие работы бассейна Барбатера, надеюсь, даст. Суть его работы такова. В случае аварии, когда идет разрыв в трубопроводах, чтобы радиоактивный пар не вырвался в атмосферу, его сюда и сбрасывают, в том числе через те поразбросные клапаны, которые мы видели, когда я находился в помещении проводяных коммуникаций и смотрел на шахту реактора. Бассейн наполовину заполнен водой, и пар, который пускает в эту воду, конденсируется. Сама же вода используется как питательная, и насосами подается в раздаточные коллекторы КМПЦ для расхолаживания реактора. Бассейн Барбатер состоит из нескольких помещений, непосредственно самого бассейна и помещений боксов верхних и нижних коммуникаций КМПЦ. Куда-то в одно из этих помещений я и попал. Сейчас уже трудно определить. Оставив рюкзак, я вооружился только камерой, налобником и рванул искать этот реактор. Обратите внимание, трубы из нержавейки. Как раз по таким трубам и должна была течь, точнее подаваться эта вода, пар, я уж не знаю конкретно, что здесь. Нержавейка, она более стойкая к всякой разной агрессивной среде. Сделана в НРБ. Контракт такой-то. Транспортный номер, вес нетто 2,1 тонна. Отправитель ИСО Техноимпорт, Атомэнергоэкспорт Москва. В документе вместе номер 1. Звучит-то как. Пройдя через это помещение, я увидел посадочное место под второй ГЦН. Итого их 2 штуки, если я ничего не путаю. Ну вот это вот помещение, через которое я шел, отделялось такими же специфичными гермодверями. Иду уже по другой лестнице, пытаясь логическим путем найти нахождение этого реактора, местонахождения. Периодически встречаю такие штуки. Видимо, это были питьевые фонтанчики. Там форсуночка стояла, и можно было попить. Ну и, соответственно, вода туда и обратно. Вентиль. Поднявшись по лестнице до конца, я вышел на ту же самую промежуточную крышу. Вот туда вот я уходил, и оттуда я спускался, когда был в первый раз. А теперь я отсюда попал. Где-то все вокруг да около хожу. О, кстати, отсюда зато хорошо видна дуга. Чудно. И там я тоже был. Увидел ребят, которые заходили на лестницу. Сейчас попробую приколоться. Че, парни, тоже реактор ищете? Привет. Привет. Отлично. О, извини, привет. Здорово. Идем с нами. Ага. О, нифига у вас народу тут. Пошли, пошли. Не боюсь. Да я не боюсь. Да, МШ? Ага. Сейчас. Из Харькова. Привет. Здрасте. Только благодаря тебя мы здесь. Ну вот так вот. Привет всем из Харькова. Не Кто тесен. лучший? Пошли с нами. Ладно. Дважды супер. Как мы тебя нашли, да? А? Как мы тебя нашли? Да это я вас нашел. Я увидел, что вы заходите и пошел наверх. В вашу сторону. А ты здесь всегда сам путешествуешь? Ну, слушай, в этот раз один пошел что-то так. Ну тебе здесь не страшно одному? Да не, нормально. Внешняя информация иногда очень полезная вещь. Я бы тут еще очень долго бродил бы и пытался найти реактор, где он находится, если бы мне не сказали одну печальную штуку. Реактор сам собирался в цехе укрупненной сборки, в том самом цехе, про который я вам рассказывал, и здесь он смонтирован еще не был. Поэтому сейчас я нахожусь в помещении вот реакторного цеха. Здесь, на вот этом уровне верхней кромки бетона, должен был находиться как раз плиточный настил. То есть вот здесь должен был быть реактор. Реактора нету. Стенка эта была возведена потом при консервации энергоблока. Соответственно, как бы здесь все было открыто. Сюда можно было завести дополнительные металлоконструкции.
Ну а рядом с полом находится вот такая вот очень далеко уходящая вниз пропасть. Это все должны были быть бассейны выдержки отработанного топлива. Потому что топливо после того, как его выгружают из атомного реактора, оно не сразу отправляется в хранилище, а еще несколько лет выдерживается в этих бассейнах, в которых можно наблюдать как раз очень красивый эффект черенкового-вавилового. Ну, впрочем, на фотографии вы видите. Клевая тема. Вот такие вот дела. В общем, немножечко я хоть пообщался с ребятами, с народом, хоть, а то вот реально дичаешь. Все-таки есть, конечно, свой шарм в одиночном походе. С одной стороны, как бы ты себе доказываешь, что да, ты можешь, да, ты мужик, там, блин, все такое. Потом есть плюсы в том, что ты ни от кого не зависишь, что ты хочешь, что ты и делаешь. Ты даже если проголодался, ты там, ну, если тебе нужно куда-то идти, ты там не слушаешь никого, там, кто более там слабый или менее выносливый, то есть идешь и все нормально. Вот. С другой стороны, конечно, с не с кем поболтать. У меня сейчас единственная услада — это редкие выходы в интернет, когда я через WhatsApp там, или ВКонтакте со своими близкими немножечко общаюсь. Но этот момент выходит нечасто. Нужно все-таки больше пауэрбанки экономить для камер, потому как без общения я еще проживу, а вот камера, ну, конечно, без съемок тоже проживу, но все-таки конечный выход всего этого дела — это съемки. Так что таким вот макаром, ну, в любом случае, хорошо. Нет, я очень доволен, что встретил ребят. Блин, смотришь на девчонок, уже понимаешь, черт побери, а? Уже достаточно долго в одиночестве находишься. Красавица. Харьковчанки. Так, ладно. Сейчас я поднимусь на крышу. Я узнал, что в Машзале делать нечего, потому как там ничего не было смонтировано еще. А то, что было смонтировано, оно уже раздолбано металлистами. И поэтому самая фишка здесь — это крыша, на которую мы сейчас и полезем. На самый верх по возможности. Ну что ж, я нахожусь на крыше 5-го энергоблока, на самой ее макушке. Ну, выше только если чуть-чуть на кран залезть. Неимоверная красота. Еще раз вид энергоблоков всех 4. Чернобыльская атомная электростанция. Вид 5-го и там вид 6-го. У меня там заряжаются пауэрбанки, насколько я помню. Кажется, им немножко печально сейчас стоит. Черт, задача. Здесь я уже побывал. Как говорится, достижение разблокировано. Давайте еще быстренько оглянем окрестности. Опять напомню вам, что к чему. Итак, это машинный зал 5-го энергоблока, где должны были быть установлены турбины и прочее оборудование. Но там сейчас ничего нету. Вдали находится всем известная РЛС-дуга. Теперь панорамируемся от дуги. Быстро идем. Это пруд охладителя Чернобыльской атомной электростанции. Тот самый пруд, который охлаждал вторичный контур всех 4 энергоблоков. Для эксплуатации 5-го и 6-го энергоблока должны были быть задействованы градирни, которые находятся вот там. Вот одна готова на 80%, вторая стадия готова, только кран грузоподъемностью 640 тонн, цех углубленной сборки металлоконструкции реактора, где был сам реактор и где его немножечко распилили, в том числе выпилили циркониевые трубы. Куда они делись, неизвестно. Впрочем, это Украина. Я побежал спасать свои. Периодически такие молнии шандарахают, это вообще просто. Иногда прям над головой, но пока я доставал, видимо, все уже ушло. Иду по берегу пруда охладителя, пробегаюсь и понимаю, что пауэрбанком, скорее всего, кирдык. Блин, шара. Ну ладно, ничего не поделаешь. Сейчас доберусь до места, где у меня все стыкано. Скорее всего, разденусь, пойду купаться, пока вода рядом. Заодно наберу воды. Естественно, все это надо промерить будет дозиметром. Кстати, по третьей очереди я дозиметр особо сильно не показывал. Мощность фона составляла в районе от 100 до 600 микрорентген. Где-то так. Одно место было грязное, где-то там 900 микрорентген. А так, в принципе, в норме. А так красиво. И главное, что после этой жары такая прохлада приятно наступила. Ну, главное теперь не вымерзнуть. А то от одного конца палки до другого здесь на самом деле очень недалеко. Тем более, что конец сентября уже. И так погода нормальная стояла.
Ой, бедняги мокрые. Живые, интересно, вообще? Мне кажется, нет. Хотя, может быть, и да. Смотри-ка, даже зарядка какая-то пошла. Оп. То есть солнечные батареи реагируют все-таки. Датчики. На то, что я на них свечу. Ладно. Ушедший был ливень, вернулся обратно. Недавно он совсем проливал с дикой силой. Бьет гром. Тоже где-то минут 5 назад он буквально метрах 100, наверное, где-то ударил куда-то. В общем, вместо похода пока на Чернобыль-2, видимо, мне придется его пока отменить, потому как, ну, не вариант там, что там под дождем, под ливнем делать. Сейчас остаюсь пока на старом месте, посплю часов до 3 ночи, а как проснусь, там уже посмотрю, исходя из погоды, что да как. Как что происходило, вы узнаете в следующем видео. Я надеюсь, вам понравилась третья очередь. Конечно, естественно, объект мега огромный, это атомная электростанция, 2 энергоблока, поэтому посетить, конечно, ее полностью в рамках полудня, в которых я там был, абсолютно нереально. Но, тем не менее, чуть-чуть я вам ее показал, сверху, снизу, и поэтому, надеюсь, вам понравилось. Так что лайк, подписка, репостим. Увидимся, будьте аккуратны, не попадайте под дожди. С вами был МШ. Пока-пока.